Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я говорю не как блогер и не как пациент, а как женщина, которая изучила архивы старой медицины, труды земских врачей и практики, которые передавались шепотом. После 50 кожа не обязана стареть, ее старят ошибки. И если вы досмотрите это видео до конца, вы поймете, почему дорогие кремы не работают без внутренних шагов. Сразу прошу, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вы поддерживаете такие редкие материалы. Старые врачи начинали не с лица, а с крови, лимфы и печени. Именно это и отличает их подход от современного поверхностного ухода. И дальше я покажу, как правильно, по шагам, без мистики и опасных советов. Первое, что делали врачи прошлого, очищали питание, но не голодом. Кожа после 50 истончается из-за хронического воспаления, поэтому начинать нужно с утреннего настоя. 1 чайная ложка семян льна залить стаканом теплой воды на ночь. Утром выпить слизь, не семена. Это питание для кожи изнутри. Курс 14 дней. Параллельно исключают сахар и белую муку, потому что они склеивают коллаген. Это не диета, а восстановление. В этот момент многие видят, как уходит серость лица. И именно здесь я обычно напоминаю. Если вам полезно, нажмите лайк. Дальше будет ключевой момент, о котором редко говорят. Дальше травы для кожи, которые использовали старые врачи, а не косметологи. Рецепт простой, но рабочий. Крапива, ромашка и хвощ. По 1 чайной ложке. Залить 500 мл кипятка, настоять 30 минут. Пить по 100 мл 4 раза в день за 20 минут до еды. Курс 21 день. Это не чай для красоты, а восстановление микроциркуляции кожи. Врачи говорили, если кровь чистая, лицо молодое, и именно на этом этапе появляется эффект натянутой кожи без уколов. Но дальше есть шаг, который усиливает эффект вдвое, и о нем редко предупреждают. Старые врачи обязательно подключали движение, но не фитнес. Самое важное упражнение – лимфодренаж шеи. Делается утром. Медленные наклоны головы вперед-назад по 10 раз, затем в стороны по 10 раз, без рывков. После мягкое поглаживание шеи сверху вниз 2 минуты. Это снимает застой, который делает лицо поплывшим. Делать ежедневно 14 дней. Именно сочетание трав и движения давало эффект омоложения. Если вы сейчас думаете, что это слишком просто, досмотрите до конца, потому что дальше идет метод, который старые врачи называли «ключом к лицу». И вот здесь начинается самое интересное. Вечером, за 2 часа до сна, они использовали масляное питание кожи изнутри и снаружи. Внутрь – 1 чайная ложка льняного или конопляного масла после еды. Наружно – теплый компресс из ромашки на лицо на 5 минут. Затем капля масла, вбить ладонями, без кремов. Курс 10-14 дней. Именно так кожа начинала вспоминать, как обновляться. Если вы чувствуете, что информация ценная, подпишитесь на канал прямо сейчас. Впереди самый сильный этап, который завершает этот процесс. Следующий шаг старые врачи считали обязательным, но о нем почти не говорят. Восстановление печени, потому что кожа после 50 отражает ее состояние. Делали это мягко. Рецепт. 1 чайная ложка расторопши молотой, залить стаканом теплой воды, настоять 15 минут. Пить вечером через час после ужина. Курс 14 дней. Это не чистка, а питание клеток печени. Через 5-7 дней кожа становится более плотной, уменьшаются мелкие морщины. Именно здесь женщины начинали выглядеть отдохнувшими. И сейчас важный момент. Если вы хотите сохранить эти знания, поддержите канал лайком, потому что дальше идет метод, который усиливает эффект в несколько раз. После этого врачи переходили к восстановлению подкожного питания. Они знали, сухая кожа – это не нехватка крема, а нехватка жиров и микроэлементов. В рацион добавляли печеные яблоки с медом и корицей. 1 яблоко в день после обеда. Это активирует выработку гиалуроновой кислоты.
Параллельно исключали холодную воду для лица. Умывание только теплой. Затем прохладное ополаскивание. Это тренирует сосуды. Именно на этом этапе кожа оживает. Но есть еще одно простое упражнение, которое завершает этот процесс, и оно дает заметный лифтинг. Упражнение, которое старые врачи рекомендовали женщинам после 45, называли «возвращение овала». Делается вечером. Глубокий вдох через нос, медленный выдох через рот, одновременно слегка втягивая щеки. Повторить 10 раз. Затем мягкое постукивание подушечками пальцев по линии нижней челюсти. 1 минуту. Это улучшает отток лимфы и питание кожи. Делать ежедневно 10-14 дней. Без боли, без напряжения. Именно регулярность давала эффект. И если вы сейчас чувствуете, что это действительно работает, подпишитесь на канал. Дальше идет финальный секрет старых врачей. И вот то, о чем не писали в книгах. Сон и вечерний ритуал. Старые врачи запрещали есть за 3 часа до сна и настаивали на травяном отваре для ночного восстановления кожи. Рецепт. Мелисса и липовый цвет. По 1 чайной ложке на стакан кипятка. Настоять 20 минут. Пить теплым, мелкими глотками. Это снижает кортизол, гормон старения кожи. Именно после этого сна лицо утром выглядело моложе на годы. Но есть последний шаг, который закрепляет результат, и о нем в финале. Важно понимать, старые врачи никогда не делали все хаотично. Они выстраивали систему на 14-21 день, и кожа отвечала. Если пропускать шаги, эффект слабый. Если делать все последовательно, лицо меняется. И сейчас, перед самым важным этапом, я снова напомню, поставьте лайк, напишите комментарий, что именно вас удивило, и подпишитесь на канал. Дальше я расскажу, как закрепить результат надолго и что делать, чтобы кожа не скатывалась обратно. Именно здесь скрывается главный секрет. Теперь я перехожу к тому, что старые врачи называли фиксацией молодости кожи. Они знали, если не закрепить результат, организм быстро возвращается к привычному состоянию. Поэтому вводили утренний ритуал. Сразу после пробуждения стакан теплой воды с 1 чайной ложкой меда и 5 каплями лимонного сока. Пить медленно, стоя. Это запускает обмен веществ и питание кожи. После не умываться 20 минут. Именно в это время кожа активно впитывает влагу изнутри. Делать ежедневно 14 дней. Этот шаг кажется простым, но именно он удерживает эффект омоложения. Следующий момент касается питания кожи через мышцы лица. Старые врачи говорили, лицо стареет быстрее, если молчит. Поэтому они рекомендовали простое упражнение. Утром перед зеркалом произносить четко гласные А, О, У, И, Э по 5 раз, широко открывая рот. Это улучшает кровоснабжение и упругость кожи. Длительность 2 минуты. Делать ежедневно. Через неделю улучшается цвет лица. Через 2 контуры становятся четче. Это бесплатный лифтинг, о котором сегодня почти не говорят. И дальше самый неожиданный элемент всей системы. Старые врачи уделяли внимание тому, чем женщина прикасается к лицу. Они запрещали частое касание и агрессивные полотенца. После умывания лицо промакивали льняной или хлопковой тканью, без трения. А раз в неделю делали теплый компресс из отвара шалфея. 1 чайная ложка на стакан воды, 5 минут на лицо. Это стимулирует обновление клеток. Курс 4 недели. Именно такие мелочи давали накопительный эффект. И сейчас мы подходим к самому сильному моменту всей практики. Кульминацией считалось восстановление гормонального фона мягкими средствами. Старые врачи использовали отвар хмеля. Рецепт. 1 чайная ложка шишек хмеля на 250 мл кипятка. Настоять 30 минут. Пить по 2-3 глотка вечером, не ежедневно, а через день. Курс 10 приемов.
Это поддерживает женские гормоны, от которых напрямую зависит плотность кожи. Именно после этого шага женщины замечали, что кожа становится как напитанная изнутри. Но есть правило, без которого все это теряет силу. И вот правило, которое отделяет результат от разочарования. Старые врачи запрещали делать все сразу и без пауз. Кожа любит ритм. 14 дней восстановления, 7 дней поддержка. Затем перерыв 10 дней. Только так организм закрепляет изменения. Именно это отличало их подход от современных марафонов. Если вы дошли до этого момента, вы уже знаете больше, чем 90% людей. Обязательно напишите в комментариях, что именно было для вас новым. И впереди финал, где я соберу все в одну систему и покажу, как сохранить результат на годы. Теперь я соберу все в единую схему, как это делали старые врачи. Они никогда не разделяли кожу, питание и образ жизни. Утро, вода с медом и лимоном, дыхание и упражнения для лица. День, травяные настои и правильная еда без сахара. Вечер, восстановление печени, лимфы и спокойный сон. Это не курс омоложения, а возвращение телу правильных условий. Именно поэтому кожа после 50 могла выглядеть так, будто ей 20-30. И если вы чувствуете ценность этого подхода, самое время поставить лайк, потому что дальше я скажу то, что многие упускают. Старые врачи предупреждали: нельзя ждать мгновенного эффекта и нельзя бросать после первых улучшений. Кожа — умный орган, она проверяет, всерьез ли вы. Первые изменения через 7 дней, заметные через 14, устойчивые через 30. Именно терпение делало женщин визуально моложе своих лет. Они не омолаживались, они возвращали себе норму. И здесь важно не сравнивать себя с другими, а смотреть на динамику. Если вы дошли до этого момента, напишите в комментариях, сколько вам лет и что вы уже пробовали. Отдельно старые врачи говорили о воде. Обезвоженная кожа не восстанавливается, поэтому правило простое – 30 мл чистой воды на 1 кг веса в сутки, небольшими глотками, не во время еды. Это наполняет кожу изнутри, и именно здесь многие совершают ошибку, надеясь на кремы. Крема — это защита, а не источник молодости. Если вы сейчас понимаете, почему раньше женщины старели медленнее, подпишитесь на канал. Такие темы мы разбираем редко и глубоко. И еще один важный момент, который всегда подчеркивали врачи прошлого — состояние нервной системы. Хронический стресс разрушает коллаген быстрее возраста, поэтому вечерний травяной отвар, тишина перед сном и отказ от телефона за час до сна — не мелочь, а омолаживающий фактор. Именно спокойствие делало лицо мягким, а взгляд живым. Это тот самый секрет, который невозможно купить. И если вы досмотрели до этого момента, вы уже сделали шаг к другой коже. Я благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. Если информация была полезной, поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно подпишитесь на канал. Поделитесь этим видео с теми, кому это действительно нужно. Здесь мы говорим не о маскировке возраста, а о том, как правильно заботиться о себе. В следующих выпусках я продолжу разбирать забытые методы здоровья и омоложения, которые работают до сих пор. Берегите себя и до встречи на канале.